Если вы хотите проехать катком абсолютно всех боссов, сразиться армия на армию со стражниками врат Балдура и взять весь город под контроль, а также если вы думаете, что не устанете управлять более чем 42 призывами, то это видео точно для вас. Обязательно досмотрите его до конца, ведь сейчас я вам покажу, как создать огромную армию вместе с разбором билдов, предметов и элитистских способностей. Ну и без лишней воды сразу же начинаем. Первым нам обязательно понадобится класс друида, подклассе споры. Из фокусов берем что хотим, можете взять то, что и я. Из интересного для нас в фокусах только магическая рука и любые бафы. По очкам умений все не так однозначно. Если вы хотите отыграть танка в форме зверя, обязательно вкачиваем нашу мудрость, интеллект и харизму, так как в форме зверя сила, ловкость и выносливость нам будут переходить из нашего выбранного облика. Ну а если хотите быть кастером, то вкачиваем все примерно как у меня, замаксив нашу инициативу с ОЗ, а также мудрость для заклинаний. На втором уровне мы обязательно берем подкласс споры и получаем заклинание ответного действия, которое усиливается новым обликом, что существенно поднимает урон. Особенно на начальных уровнях это очень заметно. На третьем уровне мы получаем ячейку заклинаний первого и второго круга. Новые заклинания. Одно из них — пылающая сфера, которую обязательно выставляем. На четвертом уровне открывается новый облик и ячейка заклинания второго круга. В фокусах опять берем что угодно, а вот в черте рекомендую взять улучшение характеристики в мудрость. Либо, как я, взять счастливчика. Очень универсальная черта для любых билдов. На пятом уровне нам дают дополнительную атаку в дикой форме. Ячейку третьего круга, а самое главное — это заклинание оживления мертвецов. На шестом уровне очень хорошая форма Медвесыча и нашествие грибов. Заклинание, с помощью которого мы сможем призвать до 4 зомби, которые одним ударом смогут заражать других существ, чтобы после смерти они автоматически перерождались в таких же зомби. И этим заклинанием можно спамить чуть ли не до бесконечности. Но, к сожалению, эти созданные зомби будут очень быстро умирать вне боя. Так что я вас предупредил. Седьмой уровень у нас, наверное, самый сочный по заклинаниям призыва. Ведь нам дают призывы дриады, малых элементалей и лиану, что вместе уже плюс 5 призывов. А считая все полученные заклинания, это уже более 13 призывов только на 7 уровне у одного персонажа, на одних только заклинаниях. На 8 уровне я выбрал черту улучшения характеристики мудрость, про которую я и рассказывал до этого. А на 9 уровне у нас появился еще один сильный призыв элементаля, вместе с очень полезным заклинанием смертельное облако. На 10 уровне очередной апгрейд наших спор. Новый облик и еще одна дополнительная атака в облике. 11 уровень нас обогатит очень важным для этого билда заклинанием Пир Героев, которое забафает все наши призывы, добавив немного ОЗ, резистов и преимущества при проверках мудрости, что очень хорошо сочетается с одним снаряжением, которое мы будем рассматривать чуть позже. Ну и на 12 уровне просто выбираем черту. Можете взять боевого заклинателя для более устойчивой концентрации, ведь мы можем накидывать хорошие заклинания контроля территории. Но я, например, возьму бдительного, чтобы не начинать ход последним, и если что, всегда успевать принять облик Медвесыча. Если знаешь, что в тебя сразу же влетит много урона. Либо первым накидывать заклинание контроля. На этом билд друида у нас закончен. Давайте перейдем к жрецу. Жрец в подклассе Домен Войны. Со своими зарядами жреца войны мы можем дополнительно атаковать бонусным действием. Также рекомендую Домен Жизни, у него также есть очень полезные бонусы и возможность носить тяжелые доспехи. Но в этом билде буду использовать Домен Войны, так сказать, мирного решения не будет. По очкам умений вкачиваем все примерно таким образом. Мудрость, сила и выносливость тут наши фавориты. Я ставил нечетные значения только для того, чтобы к ним потом добавить по единичке и сделать их соответственно четными. На втором уровне у нас буст урона. А вот на третьем уровне у нас появляется первый призыв в виде призрачного оружия. И так как нам уже стали доступны заклинания второго уровня, обязательно выставляем заклинание помощь, которое также очень сильно будет увеличивать ОЗ нашим призывом. На четвертом уровне берем любой фокус и выбираем нашу первую черту.
И я первым делом добиваю мудрость и выносливость до четных значений. На 5-м уровне получаем много всего. Улучшение заклинания изгнания нежити. Очень сильную ауру призрачных стражей. Ну и самое главное, это еще одно оживление мертвецов. На 6-м уровне мы теперь можем усиливать атаки не только свои, но и наших союзников. На 7-м уровне получаем призыв Стража Веры. Обязательно выставляем. На 8-м уровне получаем 1d8 режущего урона в ход всего лишь за одно действие. Очень мощная, так скажем, пассивка. Ну и получаем вторую черту. На этот раз возьму ритуального заклинателя, чтобы не тратя магических ячеек бафать дальность передвижения и прыжков всем союзникам вне боя. 9-й уровень у нас богат сильным заклинанием Огненный Столб, а 10-й уровень дает нам легендарное оружие. Но точнее желательно выбрать именно этот подарок. 11-й уровень, как всегда, самый ценный, и на нем мы получили наш очень ценный баф — Пир Героев. Создание мумии, а также призыв планарного союзника, а то есть очень полезного джина. Ну и на 12 уровне можем взять черту мастера тяжелой брони, особенно если вы до этого оставляли силу нечетной. По вам будет входить меньше немагического урона. Счастливчик, ну это дефолт. Можете до 3 раз перебрасывать как свои броски кубиков, так и ваших противников. Живучий, увеличьте здоровье за каждый ваш уровень. Что я в принципе и возьму. Теперь перейдем к волшебнику. Мультикласс волшебника-колдуна. Но на самом деле тут не все так просто. И мы не будем делать мультикласс в угоду большему урону. И поэтому потеряем всего лишь одного беса, которого заменит очень мощная мумия. В фокусах берем магическую руку, а в заклинаниях выставляем призыв фамильяра. В очках умений выставляем все подобным планом, замаксив нашу основную характеристику и докинуть немного в инициативу в виде ловкости, и немного в выносливость, чтобы не падать от одной тыки. Сила нам не нужна совсем. На 2-м уровне обязательно выбираем подкласс некромантии и получаем одну бесполезную особенность и одну уже получше. Можно сказать, вампиризм заклинаниями, жалко только при добивании. В заклинаниях опять же выбираем наши некротические способности и призывы. На 3-м уровне просто получаем ячейки заклинаний и выбираем заклинание «Пылающая сфера». И любое другое на выбор. На 4-м уровне берем фокус, заклинание и выбираем черту «Счастливчик», меткий заклинатель, боевой заклинатель, либо улучшение характеристики, чтобы добить ловкость и интеллект. Важно, что на 5-м уровне мы не должны брать оживление мертвецов, так как нам его дадут на следующем уровне бесплатно. А тут лучше выберем 2 имбовых заклинания в виде контрзаклинания, чтобы отбивать чужие атаки, и ускорение, чтобы увеличить количество действий на 1. На 6-м уровне, как я и говорил, нам дают оживление мертвецов. Да еще и улучшают это заклинание увеличением количества и качества воскрешенных мертвецов. 7-й уровень нам дает еще одно некротическое заклинание и призыв малого элементаля. Обязательно их выставляйте. На 8-м уровне выбираем любые заклинания и выберем вторую черту. Я выберу в этот раз боевого заклинателя. На 9-м уровне добавляем призыв элементаля, а также смертельное облако, так как просто мне очень нравится. Попробуйте сами и напишите в комментариях, как вам. 10-й уровень нам дает устойчивость к некротическому урону, и теперь наше максимальное ОЗ нельзя просадить. А 11-й уровень, как всегда, кормит, и поэтому тут нам доступно создание мумии и очередное некротическое заклинание. Ну и на 12-м уровне я выбрал черту меткого заклинателя, чтобы немного увеличить шанс срабатывания критов. 4-му нашему персонажу мы дадим класс следопыта. Да, звери у следопыта будут очень мощные, но их будет не так много. Итак, на 1-м уровне врагом обязательно выбираем охотника за головами, улучшающего нам опутывающий удар, который теперь накладывает помеху на все испытания противника. Тут берем, естественно, укротителя зверей, а очки разбрасываем именно так. Но можете и поменьше закинуть в харизму, если у вас это не основной персонаж. А лучше максимально сразу увеличить ловкость. На 2-м уровне, естественно, берем теперь уже улучшенный опутывающий удар и метку охотника. В боевом стиле берем стрельбу для повышения урона. 3-й уровень нам дает наше основное заклинание — спутник следопыта. Если мы, естественно, выберем подкласс повелителя зверей.
Заклинания берем уже любые. А на 4 уровне выбираем первую черту. Очень рекомендую меткого стрелка и счастливчика. Ну а я буду добивать мою ловкость с харизмой. На 5 уровне ничего интересного, кроме целой дополнительной атаки и того, что наши призывы теперь намного сильнее, и наш бонус умения теперь прибавляется к их классу брони. На 6 мы берем разрушителя чар и любое сопротивление на ваш выбор. На 7 уровне очередное улучшение нашего призыва. Теперь он способен нас поднимать в бою. А на 8 уровне нам становится похрен на сложную местность. И выбираем новую черту. Но я походу выберу старую и улучшу ловкость еще на 2 единицы. Так как на этом персонаже есть бонус +1 на выносливость от корги. Да еще и надета броня скалирующегося КБ от выносливости. И без ограничений, самое главное. На 9 уровне обязательно берем стрелу молнии, которая бьет сплэш уроном. Не самая мощная, но обязательно попробуйте. 10 уровень открывает недоневидимость, которая действует только если никуда не двигаться. Врагом можем взять рыцаря для возможности надевать тяжелую броню. А тут я возьму городского следопыта, чтобы прокачать ловкость рук. На 11 уровне наши призывы достигают максимального улучшения, а также получают дополнительную атаку. Ну и 12 уровень дает еще черту. Выбираем меткого стрелка. А что по экипировке? В Baldur's Gate 3 очень мало вещей на призывателя, но некоторые из них в принципе можно отнести к таким вещам. И начнем мы, пожалуй, с нашего некроманта. Одеяние омоложения души. Просто хорошая ткань, которая напоминает действие очередного вампиризма. Но тут мы хилимся, если прошли испытания. Плюс 2 КБ очень сильно для мага, поэтому ценим эти дары. Очень полезный предмет — амулет сути чар. Он восстанавливает наши ячейки заклинания абсолютно любого уровня и перезаряжается он у нас на долгом отдыхе, но активируется всего лишь бонусным действием. Далее у нас очередное вампирское кольцо восстановления, с помощью которого мы будем исцеляться каждый ход на 1d4. Я думаю, это вообще прекрасно для нашего билда. Еще одно кольцо восхитительного костного мозга, которое нам просто добавляет дополнительные заклинания, соответствующие нашему подклассу. Из главного это посох изнеженной некромантии. Наносит дополнительно у нас 1d4 некротического урона, добавляет помеху к испытаниям наших врагов, когда мы используем некротические заклинания, а когда мы убиваем врага этим некротическим заклинанием, то в следующий раз наше любое некротическое заклинание не будет требовать ячеек заклинаний, то есть будет абсолютно бесплатным. Щит преданности нам добавляет дополнительную ячейку заклинаний первого круга, а также дает нам хилку и неплохое ответное действие. Нашего жреца мы одеваем просто в любые доспехи на КБ, чтобы она у нас стояла на первой линии и получала весь урон за всех. Но из обязательного это ее амулет жемчужины силы, с помощью которого можно восстанавливать ячейки заклинаний вплоть до 3 уровня. И используется он уже обычным действием, а также очень полезное кольцо успокоения. Когда вы будете кого-то хилить, вы будете дополнительно отхиливаться и сами. С оружием не все так однозначно. На данный момент у меня стоит легендарное оружие, которое мы создали с помощью ее заклинания. Но в данной ситуации здесь может подойти обычный Фалар Алуве, который, в свою очередь, может создавать ауру небольшого радиуса, но которая будет действовать на всех призываемых существ в ее зоне. Адамантиновый щит я тоже считаю необходимым в этом билде, потому как с нашим классом брони по нам будут очень часто промахиваться, а он еще нас защищает от критических ударов, и при промахе враг начинает шататься в течение 2 ходов. Ну и предмет, который реально подходит для заклинателя, так это перчатки, манящие в бездну. Дает всем нашим призывам устойчивость ко всему урону, кроме психического. Но они должны будут пройти проверку на мудрость, которую мы апнем нашими бафами, которые я до этого показывал, и позже еще раз покажу их уже в действии. Также обязательный предмет — это второй брак, призывающий одного зомби. Боевой рог Дули, призывающий огров. Некромантия Тхая, призывающая 4 упырей из одного трупа.
Кстати, гайд на ее получение есть в одном из моих шортсов. Вернувшись к некроманту, из посохов можете взять священный посох Орфиста, который может призвать призрачное оружие, что дает нам плюс целый призыв. На друида обязательно броня обвала, от которой мы начинаем хилиться, если стоим на поверхности, покрытой растениями. Поэтому можем хоть под себя кидать подобные заклинания. Но самое главное, это кольцо создания мумии. И теперь наш друид обладает дополнительным призывом. Фонарь теней, гайд на создание которого тоже есть на канале, добавляет нам еще один призыв в виде мощной тени. Но рекомендую поставить сюда лучше щит Кетрика или какое-нибудь оружие за место моей палки, просто она у меня сейчас для видео прибавляет переносимый вес, и все. У следопыта на голове обруч костей, который дает заклинание оживления мертвецов. Но, к сожалению, оно будет очень слабым, и вы сможете призвать всего лишь одного зомби или скелета, которые у вас будут временными. Но самое главное, это кольцо имеет пассивный баф всей нежити в виде устойчивости ко всем видам физического урона. Следующий предмет у нас чешуйчатый доспех Юанти, который дает неограниченное скалирование КБ от ловкости, от чего у меня сейчас 21 КБ. В оружие берем любые одноручные арбалеты. В элитистских способностях открываем полезное для нас бесплатное заклинание, которое отключает плату ячейками заклинаний один раз до долгого отдыха. А также можете взять благоприятное начало, увеличивающее наш урон и сопротивление в первом ходу. Удача дальнего предела может быть активирована при попадании во врага, чтобы сделать из обычного удара критический удар. Какие бафы использовать и возможно ли вообще играть такой армией? На данный момент здесь ровно 42 призываемых существа, но не хватает только магических рук, а в теории их может быть 4 штуки. Здесь нету ворона, который дается нам во втором акте за одно задание. Нету временных зомби, которых плодят грибные зомби, и их в теории может быть бесконечно много. Ну и нет квазита лопаты. Еще из печального, так это нерф книги Тхая, которая раньше призывала на 2 упырей больше, и они были управляемые. По итогу, тут могло бы быть спокойно больше 50 призываемых существ. Если вы думаете, а зачем мне какие-то бафы, если у меня и так армия, у которой больше 1000 хп? А я вам отвечу, давайте наколдуем заклинание «Помощь», которое поднимает хп наших призывов максимум на 25 ОЗ, что в моем случае дает в общем дополнительные 1050 ОЗ. Далее используем пир героев, который поднимает ОЗ еще на 12, что целых 504 ОЗ на всех. Итого, на 1554 ОЗ стала сильнее наша армия, всего-то из 42 призывов. А как мы уже поняли, можно и куда больше. Особенно если взять все пати только друидов спор, которые призывают минимум по 15 существ. Активируем ауру Фалар Алове, которая тоже дает прибавку к мудрости. И как думаете, что будет, если в такой толпе активировать перчатки, от которых они могут впасть в бешенство? Посмотрим, за сколько ходов это произойдет. Первый ход все прошли испытания, а вот на второй ход испытания провалил первый скелет. Он, кстати, все равно промахнулся при атаке. Можно ли ими сражаться? Я специально напал на нескольких сильных соперников со сплэш-уроном, чтобы сделать хотя бы один полный круг ходов. Как и ожидалось, за первый круг я не смог добить даже одного робота, потому как тут дамажат только персонажи и высокоуровневые призывы, а другие только впитывают, стоят в стане или не могут попасть по противнику. Но мое дело было показать вам все возможности этой безгранично большой игры. А кого вам призывать, вы уже решаете сами. Спасибо вам огромное за то, что досмотрели видео до этого момента. Спасибо также за такую огромную активность под моим первым видео. Я прислушиваюсь к вашим комментариям и к этому видео подготовился тщательнее. Поэтому жду любую обратную связь от вас. Переходите в мой телеграм-канал, чтобы узнавать о процессе создания нового видео еще до его выхода. А также самому принимать участие в выборе тематики последующих видео.